Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поговорим с вами о деньгах, о такой важной, волнующей всех теме, как деньги. Деньги. Сегодня решила попробовать снять видео вот в таком прекрасном зеленом месте, для того, чтобы разукрасить картинку фона и не снимать это видео дома. Итак, тема действительно интересная для всех. Особенно тема денег и жизни в Корее. Очень многих волнует этот вопрос. Насколько же дорого или дешево жить в Корее? Какая зарплата у южных корейцев? И, собственно говоря, сколько нужно зарабатывать для того, чтобы позволить себе какие-то развлечения, хорошую жизнь и все тому подобное. Ну, во-первых, минимальная зарплата у южных корейцев сейчас где-то на уровне $1500. Я не могу утверждать в долларах, потому что курс очень непостоянный, все время меняется и, возможно, будет не актуально к тому моменту, в котором вы будете смотреть видео. Но где-то приблизительно $1500 – это минимальная зарплата в Южной Корее. Вот это вот зарплата за час. Достаточно ли этих денег в Корее для того, чтобы жить одному или жить с семьей? У каждого разные потребности, поэтому, исходя из этого, я не могу точно утверждать, какая сумма денег нужна кому для жизни в Корее. Итак, начнем с жилья. Я не буду сейчас с вами рассматривать варианты жизни в общежитии или соаренда с какими-то вашими друзьями. Мы рассмотрим среднюю статистическую семью, молодую пару, которая живет в Сеуле или на окраине Сеула, ну или где-то в городе поменьше. Арендуют жилье в Корее около, наверное, 70% людей, так точно, особенно молодые пары. Стоимость жилья очень высокая. И у молодых людей просто нет этой возможности приобрести собственное жилье, так как жилье где-то на окраине, я даже не скажу, что это окраина Сеула, где-то в соседнем городе, около 70 километров от Сеула, стартует от $250 тысяч и выше. И эта квартира будет около 33 квадратных метров. То есть это очень маленькая квартирка. В Сеуле стоимость жилья стартует еще больше. Однокомнатную маленькую квартиру можно купить от $400 тысяч и выше. Аренда жилья приблизительно за 70 километров от Сеула начинается от $250 и выше. Нормальная более-менее квартира около 36-40 квадратных метров будет стоить приблизительно $450 в месяц. Это такая средняя квартира где-то за столицей, не в столице. В столице же эти цены стартуют от $550 и выше, в зависимости, естественно, от квартиры. Но $550 это где-то около $500, это будет та же самая манюсенькая квартирка. Если вы хотите нормальную квартиру для жизни молодой пары, пожалуйста, выложите около $700. И еще в Корее не очень легко арендовать квартиру. Для того, чтобы вы арендовали квартиру, вам нужно внести минимальный залог. Минимальный залог стартует от $5000 и выше, в зависимости от квартиры. И если вы, допустим, у вас залог $5000, вы платите большую сумму ежемесячную за квартиру. Если вы внесете залог, допустим, $50 тысяч, то уже ежемесячная плата у вас составит намного меньше. Поэтому очень многие стараются накопить какую-то сумму и внести ее хозяину в залог, и потом ежемесячно выплачивать уже сумму поменьше. В это время хозяин распоряжается этими вашими деньгами на протяжении года или двух. Вот такая вот система, но я думаю, о системе аренды жилья я сниму отдельное видео, так как эта тема очень интересная и необычная для многих стран. Итак, пойдем дальше. Дальше у нас что? Еда. Пожелания в еде у каждого разные, поэтому я не могу сказать точную цифру, сколько нужно в месяц на еду, но, допустим, один чек в неделю на покупку еды, это такое основное: хлеб, рис, картофель, какое-то мясо, такие минимальные, скажем так, минимальный набор продуктов составляет около $150. Это в одну неделю. Где-то за месяц вам придется потратить на еду плюс-минус $600. Это, конечно же, если вы экономите и не ходите по ресторанам. Если вы пойдете в ресторан, в каком-нибудь даже минимальном, таком обычном корейском ресторанчике, где вы сможете покушать вдвоем мясо, овощи и что-то выпить, это минимум $40 за двоих. Можно, конечно, заказать еще курицу, доставку домой. Курица тоже где-то $30-35 получается. Это вот на один ужин. Курица, кстати, очень популярна в Корее, и ее здесь очень-очень вкусно готовят. Что касаемо каких-то походов
в хорошие итальянские рестораны или какие-то особенные рестораны. Там уже, естественно, чек стартует от $50 и выше, в зависимости, естественно, от ресторана. Следующим пунктом я хочу назвать мобильную связь. Почему? Потому что мобильная связь в Корее действительно очень дорогая. Я считаю, что она одна из самых дорогих, наверное, в мире, потому что в месяц за связь с безлимитным интернетом приходится платить около $70. Я считаю, что это очень много, особенно по сравнению с Украиной, в которой в месяц мы платим меньше $10. И, естественно, в Украине другие уровни зарплат, не будем об этом говорить, но $70 вам придется платить безлимитный интернет, если вы хотите постоянно быть на связи. А так как в Корее, если вы только приехали, и даже если вы давно здесь живете, мобильная связь нужна, особенно интернет, потому что куда бы вы ни поехали, вам нужна карта. Я, допустим, когда была без интернета, я себя чувствовала какой-то, не знаю, ущербной, что ли. Можно подключиться к Wi-Fi, но это нужно постоянно искать. И у меня было такое время, что у меня телефон, я подключалась на стольких Wi-Fi зонах, что у меня телефон, я уже проходила, у меня Wi-Fi. Вот, но это очень неудобно. Забыла сказать еще о коммунальных платежах. Коммунальные платежи по-разному, в аренду иногда они входят, иногда не входят. Допустим, мы дома платим коммунальные платежи, это домашний интернет, холодная горячая вода и свет. Вот это те платежи, которые мы плюс еще к нашей помесячной оплате платим. Коммунальные платежи тоже не маленькие. Проезд в общественном транспорте это около $1,5 за одну поездку. Но здесь очень хорошая система. Здесь есть карточки специальные, которыми ты расплачиваешься в метро, в автобусе. И если, допустим, ты едешь на автобусе какую-то дистанцию, ты заплатил $1,5, а потом тебе нужно пересесть в автобус, то ты пикаешь этой карточкой. Если ты пересаживаешься на автобус в течение получаса, то у тебя снимается там буквально 30 центов, меньше $1 сумма. Если у тебя нету этой карточки, то за одну поездку тебе придется заплатить, скорее всего, $2. Что касаемо автомобиля, расходы на автомобиль в Корее действительно высокие. Что касаемо бензина, я посмотрю вам и уточню, какая цифра на данный момент, сколько стоит бензин, потому что точную сумму я не знаю, я вот тут вам напишу. Нормальный автомобиль здесь можно купить корейского производства, не новый, конечно, подержанный, но за 3-4 тысячи $, можно купить нормальный автомобиль. Во-первых, здесь платные дороги. Если ты едешь на автомобиле по скоростной дороге, у тебя автоматически снимает, у тебя карта привязана к машине. Если не привязано, то ты сам платишь наличкой, там можно проехать, оплатить. Одна поездка платной дорогой, допустим, там 40 километров, это $2. То есть помимо того, что ты платишь за бензин, ты еще должен оплатить поездку по этой дороге в $2. Это идет все на ремонт дорог, поэтому в Корее очень хорошие дороги, потому что они все платные. Бывают платные дороги $2, бывают 7, бывают 10. Дорога, которая ведет в аэропорт. Аэропорт Инчон находится на искусственно созданном таком как острове. И вот туда дорога очень-очень длинная, огромная. Вот эта дорога стоит, по-моему, около $10 в одну сторону. Но я уточню, если что, вам здесь вот укажу, если что-то не так. Помимо этого всего, почему еще очень много квартир арендуют, здесь есть налог на имущество. Если у тебя есть своя квартира, ты каждый год должен платить налог на эту квартиру. Если у тебя есть свой автомобиль, ты должен платить налог на этот автомобиль. Налог на автомобиль около $200 за 6 месяцев. Я считаю, что это тоже не маленькая сумма. $400 в год ты просто должен заплатить за то, что у тебя есть автомобиль, за то, что у тебя в имуществе есть автомобиль, которым ты ездишь, загрязняешь среду и все такое. Что касаемо одежды, покупок, ценовая политика на одежду, на вещи в Корее очень-очень разная. Что-то можно купить недорогое, что-то можно купить дорогое. Здесь очень много брендовых вещей, очень много китайских вещей, очень много корейских вещей. Каждый выбирает себе то, что по душе, и то, что он хочет. Разные качества, разные цены, поэтому здесь об этом даже можно не говорить. Косметика. Все думают, что здесь в Корее косметика вся супер дешевая и стоит просто копейку. Нет, это не так, потому что в Корее в обычных магазинах, которые брендовые магазины косметики, которые огромные магазины косметики, косметика тоже стоит деньги, причем иногда они маленькие. Иногда косметика стоит столько же, сколько ее продают в наших странах. Естественно, можно купить оптом, можно купить на базах, на складах, можно купить на завода. Это все будет дешевле и выгоднее. Но если вы пойдете в обыкновенный магазин, то косметика тоже стоит не одну копейку. Но, естественно, выбор ее здесь огромнейший. И брендов здесь очень много косметических. Давайте прикинем, сколько же денег нужно для того, чтобы жить в Корее и ни в чем себе не отказывать. Очень много.
Для этого нужно точно не $1500, точно не минимальная зарплата. Семья из 2 человек для того, чтобы нормально жить, существовать, должна зарабатывать как минимум $3000. Если в семье из 2 человек 2 человека работают и зарабатывают минимальную зарплату, то жить будет не сильно легко, потому что на такую зарплату вы не сможете много чего позволить, особенно если у вас квартиры своей нет, и вам большую сумму придется выкладывать за аренду. Если у вас есть автомобиль, это еще плюс хорошие расходы. Для того, чтобы жить в Корее и ни в чем себе не отказывать, нужно работать, еще раз работать. Корейцы работают очень много, они работают около 12 часов в сутки, и то, что у нас в странах думают, что здесь очень много зарабатывают, но люди здесь очень-очень много работают. Если кореец будет работать так, как у нас в наших странах, допустим, с 8 часов до 6 вечера, просто посидеть в кабинете, то на минимальную зарплату здесь также будет выжить нелегко. $1500 для Кореи – это небольшие деньги. Из этого всего выплывает то, что корейцы очень поздно женятся, выходят замуж. Очень многие не хотят заводить детей, потому что боятся, что они не смогут их прокормить, не смогут их выучить. Правительство даже сказало, что, возможно, к 2050 году количество жителей Кореи уменьшится на 10 миллионов. Все из-за того, что рождаемость в Корее сейчас не самая хорошая. Власти, естественно, пытаются бороться с этим всем. Семьям с детьми очень часто покрывают садик, выплаты на детей какие-то. Сейчас вот такое интересное вышло постановление, что молодым девочкам, юным девочкам от 10, по-моему, до 14 лет будут выдавать определенную сумму на средства ежедневной гигиены, для того, чтобы все могли себе позволить обеспечить вот такие вот потребности. Потому что, как вы понимаете, здесь тоже есть и бедные люди, за чертой бедности. Конечно, их меньше, чем в наших странах, но все равно. Вот так вот мы с вами поговорили о деньгах. Дорого или дешево жить в Корее, судить вам. Интересная тема, довольно-таки можно говорить очень долго. Если у вас есть что-то интересное сказать на эту тему, рассказать, как живут в вашей стране, как обстоят дела с зарплатами и с жизнью у вас в странах, пишите мне в комментарии, пообщаемся, поговорим, и, возможно, я что-то для себя еще узнаю нового. Всем спасибо и до встречи в новом видео. Пока-пока!